Оце надо було так взбодрить мене з самого утра. Всем привет, вы на канале Гвардио. Итак, ну что, я несколько дней отдыхал, и я хочу сегодня какой-то необычный контент записать, и я думаю, что у меня это получится. Я тут вижу, во-первых, есть импрессочка, во-вторых, есть омник, в-третьих, есть вертолетик. Ну, я думаю, вы все прекрасно понимаете, что здесь можно собрать легендарные дубликаты, да? Ну, короче, не знаю, насколько у меня это получится, но пока что вот как бы я хочу попробовать собрать золотые роллы и, соответственно, через легендарные дубликаты поиграть. И насколько у меня это получится, пока что, ну, неизвестно. Ну, ладно, ребят. Короче, усаживайтесь поудобнее. Всем приятного просмотра, кто, соответственно, смотрит. Приятного аппетита, кто кушает. Приятных снов, кто засыпает. И, соответственно, хорошего рабочего дня, кто работает. Хотя ролик выходит в выходной день. Я думаю, не так много людей работает. Но если что, короче, то в комментариях напишите, кто из вас работает, скажем так, в этот день. Узнаем, сколько нас. Узнаем, сколько нас. Так, я понимаю, там уже Миранка в 2 звезды. Угу. Угу. Может, попробовать через охотников сыграть? Чисто, знаете, так. Собрать себе 6 охотников. Взять мантию короля. И какого-то там антимага закерить, а? Вот это было бы... Вот это вот был бы контент. А ну, кстати, напишите в комментариях, сколько людей хотят увидеть сборочку через мантию короля. Я возьму, короче, жадную рукавицу. Она мне пригодится, потому что там есть челик, который на орке охотники играет. А, соответственно, мне его кабанчика нужно будет схавать. Не знаю, что-то у меня, короче, какая-то задышка странная. То ли из-за того, что мне люто жарко, то ли не знаю. Хотя на самом деле на улице сейчас погодка, ну, совершенно не летняя, такая, знаете, осенняя больше. Ну, не жарко так сильно, но мне все равно жарко. Так, о, пандочка. А пандочку я возьму, может, а мне какую-то фигурку притащит эта пандочка. Надежда, конечно, умирает последней, но все же. Опа. Не, ну, естественно, молот грома. Молот Тора мы берем 100%. Молот Тора это на самом деле имба. Я уже с десяток раз показывал о том, насколько этот молот Тора имбулька. Я, кстати, возьму Chaos Knight и перекину все шмотки в него. Перекину не просто так, потому что, смотрите, во-первых, он у меня будет бить чистым уроном. Это первый момент. Ну и, в принципе, на этом и закончим. Что-то вообще мозг плывет так. Знаете, несколько дней не играл. Вот чисто комментировал рубрику подписчика. Вот это сказал рубрику подписчика, прикиньте. Просто брал. А что это за баг такой фиолетовый? А что с Chaos Knight? Можно? Извините меня, пожалуйста, что это за бред? А вот сейчас не понял. Вы это тоже видите? Ну, меня ж не глючит. А что это за бред такой? Ну-ка в комментариях напишите, у кого тоже такая же бредятина, как у меня. Может, мне на клиент переустановить или что? Обновление так криво встало. Моя первая игра в этом патче, и уже вот такие вот приколы появляются фиолетовые. What? 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 Клип. Ладно, окей, опустим этот момент. Ну да, вот такой вот патч бывает, да, баги бывают, все бывает. У авточеса вообще все может бывает. То ли баг, то ли фича, мы не узнаем, естественно. Ладно, давайте вот, я договорю все-таки свою мысль о том, что я несколько дней не играл в авточес, и честно, я так морально хорошенько отдохнул. И вот моя первая каточка. И если эта первая каточка еще, знаете, будет более удачная, ну, вы, соответственно, 100% узнаете ее, потому что она будет на канале, если это будет удачная каточка. Если же эта каточка будет неудачная, то, соответственно, вы тоже о ней узнаете. Точнее, узнаете как. Я буду жестко бомбить. У меня будет бомбино. Бомбино, бейба. Боже, все, у меня поплыл немножечко. Поплыл Санечек. Санечек поплыл. Короче, я решил фуру в 2 звезды апнуть. И сыграть немного через спам пеньков. Вон там уже чертов инсектоид собирается. Еще и Лину там чувак в 2 звезды собрал. Во. Ладно, больше всего меня напрягает тоже. Там есть чел, который будет играть на инсектоидах. Ему еще так скорпиончик и змейка пришли. Довольно-таки рано. Если ему так и дальше пойдет, то это будет вообще лють.
Но, как говорится, от этого игра будет намного интереснее. Правильно? Неправильно это ничего. Инсектоиды должны гореть в отдельном котлу в аду. В отдельном котле у них там место. А вообще, знаете, тут же есть леший. И, в принципе, если будет... Опа, как. Тут есть леший. И если здесь будет в этой катке хан, либо же кто? Либо же Зевс, то я смогу поставить 6 богов. Хотя я недавно только выкладывал контент с 6 богами. Ах, короче, да ладно. Да ладно. Посмотрим. Посмотрим, как каточка перевернется, и от этого уже будем отталкиваться. Правильно? Правильно. Ребят, я хочу напомнить. Не забывайте ставить свои лайки и комментарии от 3 слов, потому что мне нужна ваша поддержка. Не первый раз об этом говорю, но все же, ребят, каждый ваш лайк и комментарий продвигает мой ролик в тренды и рекомендации. Поэтому все зависит от вас. Не забудьте сейчас поставить свой лайк. И также, кто не подписан на мой YouTube канал, обязательно подпишитесь, потому что цель у меня 5000 подписчиков. Вот. А еще у моего канала есть телеграм-канал с чатом комьюнити. И, соответственно, я там что пишу? Я там пишу по обновлениям этой игры. Веду свой небольшой личный блог, только всякую такую информацию вкидываю. И самое главное, там есть чат комьюнити. Короче, решил, знаете, вот такой вот, пока говорил, резкий мув сделать. Это 6 уровень и выйти из инкама. Вот что-то захотелось мне выйти из инкама. Не знаю, хочется мне рыжего лиса оставить или нет, или ну его в баню. Короче, продал его. Я вот просто подумал, сейчас я возьму рыжего лиса, перекину ему предметы, и он с помощью своей крутилки будет, соответственно, наносить много урона. Там вот это вот 3, 4, 5 тычек вылетает в его крутилке, и, соответственно, это шанс, что сработает молния и тому подобное. Но вот, короче, подумал, что это хрень будет, это будет слабо, поэтому решил... Да не буду я так делать. Не буду я так делать. Я ж тебя уничтожу. Уничтожу. Вот это вот хорошо. Вот это вот меня радует. На мгновение мне уже показалось о том, что я его не вынесу. А если бы я его не вынес, я бы впал в депрессию и все. Потом бы меня хрен кто бы достал. А что-то типа Лины будет сегодня? Там он молодой чувак себе нашел Лину, 2 звезды, котла, 2 разоров. Через магов играет. Ну, чел, я надеюсь, ты будешь играть на магах так, как я обычно. Против тебя 155 тысяч человек будет играть на инсектоидах, на морских, с шаром бездны ранними и тому подобное. Еще и с мощным керри, на секундочку. Я, кстати, предметов в фуру перекину пока что и трентуху поставлю, чтобы он хилил. Я думаю, это будет намного лучше. Мы сейчас, конечно, посмотрим, насколько это будет намного лучше, но... По предыдущим логам боя Хускар и Фура примерно на одной линии были. Если бы у меня Хускар был в 2 звезды, то я бы 100% бы взял бы и в Хускара все предметы оставил бы, потому что Хускар был бы намного мощнее. Но старт пока что меня радует. 100 хп, 6 винстрик, это вообще просто песня. Ока. Кунка. Кунка это хорошо. Кунка это очень хорошо. А что мы будем делать с кункой? Вопрос. Вопрос на засыпку. Не знаю. Я, короче, наверное, вместо кунки сейчас поставлю Хусика. Я когда в Хусика намного больше верю, нежели в кунку. Все-таки Хусик, он настакает свои стрелы, они будут выжигать. Второй момент, чем меньше у него хп, тем, соответственно, у него больше скорости атаки, и, соответственно, есть у него хп реген пассивный. Короче, как-то в Хускара я больше верю, нежели в кунку. Я сейчас поставил цветку, если что, не просто так. Может, мне подфартит, и пандочка принесет... Хотя, короче, вот так вот сделаю. Вот так вот, я думаю, будет вообще четко. Я не думаю, что я от мобов откисну. По крайней мере, я в это верю. Вот так вот, наверное, сделаю. Как же мне не хочется Хусика продавать, но придется. Придется, чтобы выйти вот в 20 монет. Сейчас мобов заберу, а я их спокойно забираю как раз.
и выйду в 20 монет плюс. Отлично. Отлично. Жизнь прекрасна. Все, 20 монет и вышел. Давай, что там по реликвии? Не успел. Ну, Марси. О, Марси. А Марси я люблю. А Марси это как состояние души. Марси это имбулька. Мне бы, конечно, Марси в 2 звезды. Вот меня как-то в комментариях спрашивали, какой твой любимый персонаж? Если спрашивать из обычных персонажей, не метовых, то мне очень нравится Марси. Марси, Мартретка. Вот эти вот ребята, это прям обалденные герои, вот серьезно. Мне по ним вообще нечего добавить. А ничего себе ты огромный пришел. Ты можешь еще огромнее прийти? А че такой маленький? Че так мало двоек? Ты еще и винстрик мой стырил. Падло. Грешный. Грешный, грешный, грешный. Короче, продам фуру и трентуху, чтобы выйти в 30 монет. Мне нужно как можно быстрее выйти в 50 монет плюс. Нормалин. Плюс пандочка. Ну, короче, раз я уже винстрик свой пролюбил, фуру я продам и выйду, соответственно, в 40 монет плюс. Надеюсь, мне немножечко, знаете, подвезет. Подвезут мне, соответственно, Марси в 2 звезды. И жизнь будет прекрасна. Вот серьезно. И все. Так, кунка 2 из 9. Скажем так, делаю себе хорошее будущее в виде кунки в 3 звезды через богов. Через 6 штук сыграть. Может получится. А может и нет. Кто знает. Кто знает, что бог рандома мне уготовил в этой игре. Кстати, я, ребят, 1000 раз говорил о том, что типа, когда вот так вот охотники стоят, это самая лучшая расстановка в мире. Запомните. Это самая лучшая расстановка в мире. Лучше быть не может. Всегда ставьте всех кучно. Ребятки, всегда. Всегда, когда играете на охотниках, всегда ставьте их в кучку, желательно вот так вот, как он только что сделал. В один угол, чтобы туда мог закастить и котел, и кунка, и резак мог прокрутиться, и джаггер мог раскрутить. Короче, вы мысль мою услышали. Всех кучников всегда ставьте в правый верхний угол. Все. Мне, конечно, хочется попробовать рольнуть клевер. О, фу. Фу-фу-фу. Меня скоро стошнит от этих инсектоидов, честно. 2 дня не играл в авточес, я уже и забыл, что такое инсектоид. А теперь вот челик снова играет на инсектоидах. Я не удивлюсь, если он даже в топ-1 будет. А, точнее, бороться за топ-1 будет. Не удивлюсь, ни грамма. Да. Скиллозависимый билд. Я бы даже сказал, омега-интеллектуальный. Блин, ну пока что, на самом деле, у меня все неплохо. Но это пока что. Пока что. 94 хп, 50 монет плюс, 6 уровень. Да я вообще... Мажор... Оу, май. Ладно, Лина, иди гуляй. Спасибо, Лина, что ты была у нас сегодня в гостях. И, пожалуйста, пройдите на выход. Александр там уже имеет винстрик. Да ничего себе, ты себе там стол наколедовал, алло. Еще и челмагов себе ты нам наколедовал. Ну, походу, будет маршрут перестроен, и я буду играть, скорее всего, через морских плюс кунг-фу. Ну и, соответственно, 6 эльфов. Ну, там по ситуации, короче, будут ли эльфы или не будут эльфы, это мы уже посмотрим. Но самое главное, что там будет 4 морских и Керри Марси, который будет просто давать в табло вот так вот. Ну, Марси... Прикиньте. Сейчас котел закасит, да? Тинки. Ай-яй-яй, какая обида, какая же это боль. Яичку? Ну, яичку я кидаю в Марсе, а пандочку я пока что апать никак не буду. Если выбор стоит между пандочкой в 2 звезды, вот это вот Шторм Спирит, либо же Марсе в 2 звезды, то я думаю, вы все прекрасно понимаете, я выбираю Марсе. Марсе это любовь, понимаете? Марсе это прям, ну это прям... Это первая любовь. Вот все. Не знаю, как иначе вам сказать. Марси это просто сверхгерой.
Многие, я думаю, со мной согласятся, что Марси это один из лучших керри. Особенно если со старта у тебя есть более-менее адекватные предметы. Вот у меня, на самом деле, на Марсе более-менее адекватные предметы. У меня есть молот грома. Это вообще шикарный предмет под нее. Башер второго тира я не очень люблю на Марсе. Но, в принципе, под Марсе башер второго тира это тоже прикольный предмет. Ну и, соответственно, ей нужны предметы на ману. Вот если она там до 10-го раунда у вас уже в 2 звезды, боже, ребята, она будет просто вам... Она просто будет разваливать. Вот у меня сейчас реально хорошие предметы на нее. Надеюсь, так будет и дальше. Жалко, конечно, что Манки Кинг не приходит. Я бы поставил бы под волшебников, соответственно. Себе свою синергию. Было бы у меня уже синергия кунг-фу. Я бы того бога орка просто бы и вдоль и поперек. Я не понимаю, что происходит с игрой. Почему вот эти вот фиолетовые пятна появляются? Из-за чего это? Бред какой-то. Единственное, то, что я вот четко знаю, это то, что мне по-любому здесь, походу, либо морские нужны будут, либо же, соответственно, шар бездны. Одно из двух. Я, короче, в панду особо не верю. Поэтому я приоритет отдаю Тинкеру. В Тинкера я как-то поболее верю. О, кстати, надо перчатку перекинуть в Марсе. Все-таки у Марси на 100 хп больше. А извините меня, это плюс 1 сантиметр к тетюрке. Самое главное, не минус. Минус! Это у тех, кто играет, соответственно, на инсектоидах. У тех вообще по минус 10. За каждую игру на инсектоидах. Там потом вообще к праотцу стучится. В моменте. Ну, не, ну ты видел? Ну ты видел? Обалдеть! О май гаш. Кстати, смотрите. В легендарном пуле нету этого минера. Соответственно, он у меня упал с панды. Я его не раскрыл. Но тем не менее, он у меня все равно есть. Блин, но я мог бы поставить себе фулл мехов, но у меня был бы люто слабый стол, и я думаю, минер бы один не справился с этим всем движем. Надо будет, наверное, выйти в моменте будет из инкама и взять, поставить себе просто фулл мехов, и, соответственно, получится только Марси одна. Ну да. 2 убираю. Был бы у меня антимаг 2 звезды, я бы чувствовал себя намного увереннее, нежели вот, ну, блин. Марси так жестко ослаблять, это такое себе. Так, чел на гритерах. Нормально ваншотик такой в антимага прилетел. Боже, у меня сейчас эпилепсия начнется от такой фигни, которая происходит сейчас на моем экране. Это из-за гритера, этой, скажите, колбы, которую он накидывает. И Марси так хорошо идет, обалдеть просто. Вот так вот сделаю, короче. Если повезет и пару раундов выиграю, это будет вообще идеально. Можно бы, конечно, поставить сейчас было фулл гоблинов, но я думаю, это будет очень слабо. Невероятно слабо, если я поставлю фулл гоблинов. У меня там просто нормального, адекватного керри не будет, от слова совсем. Кстати, тут гритер собирается, и, скорее всего, моя игра через кунку пойдет по одному месту. Нет, ну, с таким ранним минером это комфортная игра. Минку. А у него Блин. А я так рассчитывал, что у него будет винстрик. Прикиньте, ему кто-то сбил винстрик до меня. Я даже не обратил на это внимания, кто ему сбил винстрик. Оу май. Ребятки, у меня аж в горле пересохло. Так. Ну чё? Собираем копу в 3 звезды. Керем эмпреску. И жизнь удалась.
У меня там еще и кунка, если что, 8 из 9. У кунки 8 из 9, прикиньте. Все это хрень. Понятно, конечно, драконий рог. Какой там драконий рог? Кому нужен тот драконий рог? Ой, драконий рог. Рог войны. Уже вся голова, прикиньте, в драконьем роге. Я рассчитывал на то, что придет этот рог войны, и у меня увеличится скорость атаки в моей импреске. Ну, блин, это плохо. Я надеюсь, что у меня сейчас получится собрать импреску. Соберу раннюю импреску в 3 звезды. Боже, это такой разрыв будет. Ай-яй-яй. Я хочу, конечно, сумку Пандамена, либо же мастерскую Бума. О! У меня получается сегодня исполнитель желаний или как? Я, короче, если что, пока что мастерскую Бума не буду активировать. Мне мастерская Бума пригодится. Попозже только. Сначала мне нужно выбить рог войны на скорость атаки для суммонов, а потом уже все остальное. 8 из 9 мора, прикиньте. У меня реально, походу, кунка будет стоять брелочком. Не, ну, я, в принципе, могу 10 в будущем взять. И навалить стелька, так сказать. Чел там на богохорках тупо ливнул. Я так понимаю, он увидел мой стол и думает такой: да ну это все к черту. Пойду-ка я, пожалуй, пивка попью. Осуждаю. Ну вы поняли, да? У меня тут немножко нервный тик на глазу. Вот так вот можно? Только, пожалуйста, чтобы мне импреска шла так, пожалуйста. Мне очень необходима импреска. Бог рандома, пойми меня, ну дай мне импреску, ну не жлобись ты. Кстати, минера раскрыл. У меня сейчас ранее квапа в 3 звезды будет, прикиньте. Против Гриттера это, конечно, ничего не значит. Но пока что там Гриттер слабоват. У него антимаг всего лишь в 1 звезду. И я, в принципе... Да, в принципе, мне плевать на этого антимага. Пока что. Пока что плевать, а потом посмотрим. Так, это маг. Я же его вынес? А ничего ты жесткий какой. Прикиньте. Он мою импреску Линой ваншотнул. Ах ты ж неблагодарный. Честно, я мог бы уже выставить себе легендарные дубликаты, всех выносить, но... Кстати, там 6 богов чувак собрал. Интересненько. Но у него 1 хп, поэтому я думаю, он уже в скором времени покинет нас. Но, если честно, то мне нет смысла играть на 6 богах, потому что там есть антимаг, есть гриттеры. Хотя пока что там гриттеры слабоватые, но в целом мне вообще не будет смысла играть через кунку, поэтому не знаю. Ну, дай бог, чтобы пригодился этот кунка. Если не пригодится, то это будет реально брелок 3-звездочный. А, я понял тебя. Да боже, ну хватит. О, вот это диско-шоу. Реально, напишите в комментариях, у это тоже такая тема? Че это за бред такой? Если что, играю через Steam. Я, конечно, после этой катки возьму и полностью перебью винду. Ой, винду. Что-то я как-то категорически подошел к этому вопросу. Я перебью эту... Как ее там? Игру. Проверю целостность файла, все дела, короче. Но сначала я его просто удалю и обратно установлю. Это, короче, игра на меня обиделась из-за того, что я 2 дня в нее не заходил. Морально, так сказать, отдыхала, игра этого не оценила. Ну, чел, кстати, там... Кстати, я этот ник читать не буду, который у него там на гриттерах. Но у него там очень такой, знаете, вызывающий ник. Вынеси, вынеси, вынеси его! Минка, Минка!
Красота. Эмпреску. Эмпресочку. Мне нужна эмпресочка. Ой-ой-ой, ой-ой-ой. Ух ты, ё. Так, ну ладно, пока что брелок у меня... Ой, импрессочка есть, отлично. Только можно еще одну импрессочку? Пожалуйста. В самом деле, обратите внимание, насколько долго мне падает импресска. Вот ты думаешь, такой сидишь, вот со старта тебе так рано пришел минер, так рано пришли золотые роллы. А твой мейн основной Кири такой думает, да не, я не приду, какой бы ты скилловый не был, но фарт необходим этой игре. Необходим, чтобы ты хоть что-то мог представлять из себя. Какой сложный выбор. Ух ты, божечки. Божечки, клопа в 3 звезды, 25 раунд. Я возьму, наверное, драконий рог. Это, наверное, самое логичное решение, взять драконий рог сейчас. Кольцо мне вообще это некуда пока что засунуть. Блин, мне кровь из носа необходимо усиление. Усиление в виде импресски. Кровь из носа необходимо. Я переработать не могу. Не могу пока что ничего переработать. Мне нужно найти предмет 5-го тира. И надо сейчас сделать такую расстановку, чтобы вот этот антимаг двухзвездочный под гритерами меня не душил. Потому что он сейчас ни на какие контроли не обращает внимания и все такое. А это мне как бы не нравится. Надо, чтобы импресска пришла в 3 звезды. О, ну в 3 звезды ладно. В 2 звезды хотя бы. Двухзвездочная импресска, это будет то, что доктор прописал. Трехзвездочная еще лучше, конечно же. Лучше трехзвездочная. Хочу трехзвездочную импресску, пожалуйста. Бог рандома, исполни мое желание. Я давненько не собирал импресску в 3 звезды, давненько. Да чтоб ты провалился. Что-то Бог рандома, короче, меня не уважает. Можно? Ну, пожалуйста. Ну, импрессочка. Не знаю, я уже вот только что танец с бубном сделал. И надеюсь, что ты, конечно, придешь ко мне. Ну, Гриттер там, конечно, тоже такой, знаете, заряженный типочек. Увесистый. Увесистый. Ладно, на бабах, на бабах. На бабах поиграть я сегодня не смогу, поэтому на богах я не буду играть. Возможно, может мне все-таки стоит оставить богов, чтобы 4 горна поставить. Но как по мне, против Гриттера это бесполезно. Кстати, винстрик прервал. На секундочку. На секундочку я прервал винстрик. Падла, где моя импресска? Ты всю жизнь мне испоганишь сейчас. Импресску дай мне. От Варлока мне тоже нет никакого прока. Ну ты прикинь. Ребята, давайте так. Вы в комментариях напишите, сколько раундов я пытаюсь наролить импресску. Через золотые роллы. Сколько раундов я пытаюсь наролить. Пишем, соответственно, в комменты. Пишем. И напишите, на каком раунде я, соответственно, взял импресску в 2 звезды. Неприятный молодой человек, конечно. У нее там ИКБ. Масочка. Ну, короче, ой, масочка, волшебное зеркало. Короче, неприятный типочек. Боже, как Квапа же контролит. Боже, ну просто золото не Квапа. А вы прикиньте ее под 6 богами. Если бы не было вот этого вот Гриттера. Пожалуйста, пожалуйста. Японский бог. Ну, судя по всему, китайский бог. Как же игра надо мной рофлит, отвечаю. Так, остался Гриттер и остался бог-жрец. Странный, конечно, бог-жрец. Зачем он пытается собрать богов-жрецов, это мне вообще непонятно. Там Гриттер есть огромный. О, Мьёльнир, кстати, возьму.
Да, конечно. Я думаю, вы сами прекрасно понимаете, что я хочу сказать. Ну, что я могу сделать? Ну, вот прикиньте, у меня бы сейчас была игра, где я своровал крапу. Да что ж такое? Квапу в 3 звезды, с кункой в 3 звезды. И все это под 6 богами. Как вам? Я думаю, это был бы такой развал кабины. Я думаю, это вообще была бы катка без шансов, без единого даже. Ну, тут просто, понимаете, вот этот вот гриттер нарисовался. С антимагом 2 звезды. Ну, может, сейчас дашь ты мне сейчас, пожалуйста, импрессочку, ну, импрессочку в 2 звезды. Дашь? Бог ты мой, свершилось чудо. Мне пришла импресска в 2 звезды. Обалдеть. Короче, кунка пошел на продажу. Не, я, конечно, кунку люблю. Все такое. Но не в данной игре. В данной игре этот кунка мне вообще не нужен. Не, ну возможно, на самом деле мне бы хватило урона с квапы, с кунки, чтобы взять и спокойно его просто надамажить. Но я лучше сыграю на гарантию через импрессочку и буду себя чувствовать максимально уверенно. Сумочка. Ой-ой-ой, ой-ой-ой. Вы же знаете, что сейчас будет, да? Я думаю, мне не стоит вообще ничего говорить на этот счет, но сейчас будет люто. Сейчас будет красиво. У меня, кстати, в импреске обалденные шмотки на самом-то деле. Лучше не придумаешь. Ой, импрессочка начала идти. Хеликоптер начал тоже мне идти. Ладно, минерчика продам. Минерчик это, конечно, круто. Но спасибо, не надо. На 10 сейчас будут взять, чтобы поставить себе омника. Против вот этого вот как раз антимага. На 10 уровне я буду вообще шикарно разваливать. Импресска просто тупо не идет. Вот вообще, вот хоть ты тресни. Кстати, знаете, можно будет попробовать предмет 4 тира найти. Мне предмет 4 тира нужен. Это чистый урон. Это желательно. Я перчатка на самом деле не хочу скипать. Я просто 2 иллюзии хаваю сразу антимага. Перчатками. Боже, какая... Я сейчас ослепну. Ну, кстати, я вынес этого челика на гриттера. Короче, вдруг кто не знает, то если у твоего противника есть волшебное зеркало, то, соответственно, вот эта вот жадная рукавица, она хавает эти иллюзии. А так как у меня есть импресска, и у меня баф цвет, у меня 3 импресски с 3 перчатками, и, соответственно, иллюзию антимага Zero. Зира, колбазира. Простите. Это все. Понимаете, это хороший отдых. Из-за того, что хороший отдых, у меня вот такое вот прекрасное настроение. И поэтому меня колбасит. То квапу называю крапой, то еще что-то. Чел там перестраивается на 150 сборок. То на багаже ИСах, то на инсектоида хочет сыграть. Ну, прости, паренечек, прости. Это отправка в следующее лобби. Без обид. Не, ну ранее Квапа 3 звезд, ребят, это то, что доктор прописал, серьезно. Все, я наныл. Наныл импресску. Наныл импресску, и она начала ко мне идти. Спасибо. Так, надо лишние предметы сейчас скипнуть. Вот это вот скипну. Цепочка useless. А вот Некромикон не useless, кстати. Я возьму Некрам. Получу плюс 1 иллюзию. Я еще, конечно, в конце подумал о том, что, типа, может не брать. Ну, короче, суть в чем. У меня сейчас будет появляться 4 импресски. Обратите внимание. Опа! 4 импресски. 3 хорошо.
Красота. Минус 46 за один раунд. У него 41 хп было, я ему минус 46 дал. Но это чтобы он не расслаблялся. Обалденная игра. Но, если бы не было антимага у этого гритера, то, соответственно, этот бы гритер в топ-2 не зашел. Но это просто, понимаете, слишком слабый герой. Слишком слабый герой. Вот слишком. Его нужно бафнуть, этого антимага, чтобы когда ты его покупал, у всех твоих противников было минус 90% хп, и твой антимаг делал 3 взрыва сразу. И неважно, там есть мана у противника, нету, просто тычку даешь и сразу взрыв. Короче, обалденная первая игра в этом патче, я так считаю. Как вы думаете? Мне добавить по этой катке нечего. На самом деле, с крокодилями слезами на глазах я нарвал себе импресску в 2 звезды. Я думал, она мне никогда не придет в 2 звезды. Но показал скиллуху. Вот так вот берешь пандочку, ставишь ее на стол, ставишь мехов, и, соответственно, тебе минерчик на 15 на 16 раунде падает. Если ты супер-омега скилловый, то, соответственно, на 3-м раунде тебе падает вертолетик, ты ставишь через несколько раундов 3 волшебников, 2 мехов, и уже там начинаешь с золотыми роллами что-то чудить. Как-то так. Либо же тебе падает ранее эмбреска, ты ее закидываешь на 10-м раунде в Мамору, делаешь ее 2-звездочной, закидываешь ей нужные предметы и просто берешь так вот пальчики в 5-ю точку и просто... Классная катка. Мне очень понравилась эта катка. Первая катка этого патча, ну просто звучит многообещающе, правильно? В общем, давайте я не буду, скажем так, концовку растягивать на 95 тысяч лет. Что думаете по поводу этой катки, вы напишите в комментариях. Не забудьте поддержать данный ролик своим лайком. И в комментариях напиши 3 слова, чтобы поддержать данный ролик, если тебе просто даже нечего добавить по поводу этой катки. Также не забудь на меня подписаться, если ты еще не подписан. И у моего канала есть телеграм-канал. Закреплен в описании под видео, в комментариях под видео. И на экране у вас появится QR-код. Всем спасибо за просмотр и всем удачи.